Нил — это единственная африканская река, которая начинается в экваториальных широтах и завершает свой путь в водах Средиземного моря, представляя собой уникальное природное явление, значимость которого определяется не только колоссальной протяженностью, но и исключительной ролью в жизни населения и природных систем всего региона. Протяженность реки составляет около 6852 километров, благодаря чему она по праву считается одной из самых длинных рек на планете, превосходя по этому показателю множество других крупных водных артерий. Начало этого водного гиганта традиционно связывают с озером Виктория, которое занимает особое место в научных исследованиях и спорах, касающихся распределения и происхождения водных ресурсов Восточной Африки. Бассейн Нила охватывает территорию площадью до 3,4 миллиона квадратных километров. При этом значительная часть его русла проходит через малопригодные для жизни и практически бесплодные пространства пустынных зон, что лишь подчеркивает исключительную ценность реки. Объем воды, проходящий через Асуанскую гидроэлектростанцию, играющую ключевую роль в регулировании речного стока, варьируется в широких пределах от 500 до 15 тысяч кубических метров в секунду в зависимости от сезона. На этот показатель влияют многочисленные факторы, включая интенсивность осадков в южных регионах бассейна, что наглядно демонстрирует изменчивость природных условий. Примечательно, что даже в самые засушливые и жаркие периоды, когда температуры достигают экстремальных значений, Нил не пересыхает, несмотря на то, что на протяжении тысяч километров протекает через песчаные просторы Сахары, где испарение и поглощение воды значительно выше, чем в других климатических зонах. Это обстоятельство неизбежно вызывает вопросы о механизмах, позволяющих реке сохранять устойчивый водный режим в условиях, где, на первый взгляд, отсутствуют источники подпитки. В верхнем течении Нил имеет характер горной реки с многочисленными порогами и водопадами, что делает этот участок привлекательным для рафтинга и иных форм активного туризма. Однако судоходство возможно лишь на отдельных отрезках, суммарная длина которых в нижнем течении составляет около 3200 километров, что существенно ограничивает потенциал коммерческого использования водных путей. Этот фактор оказывает заметное влияние на экономику прилегающих государств и формирует специфику местного рыболовства. Нил представляет собой сложную разветвленную систему, в верхнем течении которой выделяются такие крупные притоки, как Виктория-Нил, Альберт-Нил, Бахр-эль-Джебель, что в переводе означает «река гор», а также Белый и Голубой Нил. Существует точка зрения, согласно которой река Кабарега, впадающая в озеро Виктория, увеличивает общую длину Нила. Судоходство на большей части реки возможно преимущественно на небольших судах, тогда как крупные корабли могут перемещаться лишь в районе дельты, где условия для этого более благоприятны. Вместе с тем, бытует мнение, что в засушливые периоды река должна терять свои воды, отдавая их пескам и испаряя под палящим африканским солнцем. Однако наблюдаемые данные свидетельствуют об обратном. Предполагается, что русло Нила во многих местах проходит по каменному основанию, что существенно ограничивает инфильтрацию воды в песок и позволяет реке сохранять устойчивый поток даже в условиях пустыни. Для более глубокого понимания этого феномена стоит обратиться к картам распределения годовых осадков в Африке, согласно которым в экваториальных районах выпадает до 2000 мм осадков в год, что считается основным источником водного питания Нила, однако климат континента крайне неоднороден, и не исключено влияние дополнительных, в том числе космических факторов. На сегодняшний день в бассейне Нила построены две крупные гидроэлектростанции, включая Асуанскую, завершенную в 1970-х годах, а также продолжается возведение Эфиопской плотины Возрождения на Голубом Ниле,
ставший предметом острых международных дискуссий. Заполнение водохранилища этой плотины началось в июле 2020 года. Первый генератор был введен в эксплуатацию в феврале 2022 года, второй — в августе того же года. При этом всего планируется запуск 13 гидроагрегатов общей установленной мощностью 5,15 гигаватта. Реализацией проекта занимается итальянская компания, что делает его крупнейшим гидроэнергетическим сооружением Восточной Африки, способным существенно повлиять на гидрологический режим Нила. Египетские власти выражают опасения, что накопление воды в водохранилище в засушливые периоды может привести к снижению уровня воды в нижнем течении реки, что потенциально грозит гуманитарными и экологическими последствиями. Возвращаясь к вопросу об источниках воды, следует отметить, что официальная научная позиция связывает объем речного стока преимущественно с дождевыми водами. И действительно, Восточная Африка отличается значительным количеством осадков. Однако существует и альтернативная гипотеза, предполагающая участие подземных источников в питании рек. Наблюдения показывают, что без такого подпитывания многие северные реки пересыхали бы в зимний период, чего на практике не происходит, а уровень воды остается относительно стабильным, что косвенно подтверждает важную роль подземных вод. Отмечается также, что лед зимой не проникает глубоко, а в сезон дождей и половодья уровень воды закономерно повышается. При этом далеко не вся речная вода имеет исключительно дождевое или талое происхождение. Аналогичная ситуация наблюдается и в южных реках теплых климатических зон, где отсутствуют ледники в горах Восточной Африки, что делает невозможным объяснение значительного объема воды исключительно за счет осадков и талого снега, особенно с учетом того, что на протяжении своего многотысячного пути Нил теряет огромные массы воды. Это обстоятельство поднимает вопрос о том, каким образом и в каких условиях формировались реки, составляющие современную систему Нила, а также о том, как странные и противоречивые элементы на старых картах могли повлиять на современные представления о географии региона. Любопытно, что озеро Виктория было официально открыто европейскими исследователями лишь в 1858 году, что выглядит запоздало для водоема площадью около 68 тысяч квадратных километров. Однако существует карта 1706 года, на которой это озеро уже обозначено и окружено множеством городов, что указывает на его известность среди местного населения и, возможно, более ранних цивилизаций. Старинная карта Северо-Восточной Африки, составленная голландским картографом Ван дер Аа в начале XVIII века, также содержит изображение левого притока, названного Желтым Нилом, что наводит на мысль о существенных расхождениях между старой и современной географией региона. Согласно ряду версий, озеро Виктория в его нынешнем виде могло сформироваться сравнительно недавно или вовсе отсутствовать в прошлом, поскольку многие более ранние источники указывают, что истоки Нила располагались в так называемых лунных горах Центральной Африки. Эта точка зрения находит отражение на карте Вальдземюллера 1513 года, где именно в этом районе обозначено начало Нила, а наличие городов на старинных картах свидетельствует о том, что древние картографы обладали определенными знаниями о регионе уже в XVI веке. На этих же картах отчетливо показан левый приток, Желтый Нил, что усиливает вопросы о возможных изменениях гидрографии Африки за исторический период. Дополнительные аргументы в пользу гипотезы о подпитке рек подземными источниками можно найти в примерах горячих и соленых рек, таких как соленые реки Якутии, подтверждающие процессы формирования вечной мерзлоты, или река Шанай-Темпишка в Перу, температура воды в которой колеблется от 45 до 100 градусов Цельсия. Эти явления подчеркивают важность глубинных вод,
выходящих на поверхность и растворяющих соли в основании русел, дополняя общую картину возможного происхождения и устойчивости водной системы Нила, который на протяжении веков сохраняет свою полноводность, несмотря на экстремальные природные условия и протяженные бесплодные пространства, через которые он протекает. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.